Так, всех приветствую категорически, друзья. О, сегодня суббота. Честно говоря, сегодня я просто что-то так вымотался на этой неделе, что проспал полдня. Вот, серьезно. Проснулся в час, что ли, дня. Ну, такое бывает, знаете, когда вот еще, физическая работа, понятно, я же каждый день работаю, но когда еще вот эта нагрузка, это тоже, это, знаете, блогерство, вот это видео, это так кажется вроде, может показаться, что что там ты видосики снимаешь, там выкладываешь. Вы не представляете, сколько это затрат, энергозатрат, время затрат. Это капец, короче. Ладно, я немного пожаловался вам. Кому мне еще жаловаться, как не вам? Залетел я покушать кальбитана. Кальбитана, суп, помните, с ребрами. В прошлый раз это видео полное не получилось, потому что у меня дала сбой моя камера. Такое тоже бывает, техника дает сбой. Вот, и там записалось только всего 8 минут, что ли. Я вот, что было, как говорится, я выложил. А потом просто там был черный экран, и все. И звук. Конечно, подвела меня камера. Вот. Но ничего страшного. Не унываем, продолжаем, работаем дальше. Значит, так. Нам принесли закуски. Это рыбное тесто, вареное такое прикольное. Это картошка. Чуть-чуть, знаете, как типа картошка по-корейски. Типа в таком плане. Это кимчи-редька, дайкон. Это классическая пекинская капуста кимчи. Это маш, проростки сои. С вами, да. И вот подошел наш суп. И вот подошел наш суп с длинными ребрами, с много мяса. Это комплимент от заведения. 2 кусочка буквально отварной свинины, пассам и сушеная редька кимчи. Так, здесь что? Здесь соус из этих мелких креветок, соленый такой, с луком-пореем. И вот он, суп. Ну и как всегда, что мы делаем? Нам нужно отделить мясо от костей. Порезать его на удобные кусочки. Сюда же в суп. Еще в Корее у нас, слушайте, еще продолжает быть прохладно. Не скажу, что холодно, но прохладненько, честно. Днем где-то 10-12 градусов доходит. Ночью где-то до 0 даже доходит. Может, +2. Так что еще холодно, короче. Весна у нас еще не пришла. Скоро зацветет сакура, но как бы сакура ее неправильно называть. Только в Японии типа сакура. А здесь типа вишня там, черри блоссом, английское название. Где-то через месяц, я думаю, в апреле где-то это будет. Но красота будет, конечно, неимоверная. Я обязательно поеду на велосипеде куда-нибудь в парк, где цветет вот эта вся прелесть. И покажу вам, конечно, обязательно. Засниму эти все моменты. Так, все, что мы не обрежем, мы обгладаем потом просто с костей. Так.
Ну и, конечно, наш рис. Пробуем, как всегда, бульончик. Ребра варятся больше 4 часов, и они все отдают бульону. Шикарно, конечно. Вкус просто бомбический. Мы берем, добавляем перцовой пасты сюда. И черного перчика. Вот теперь это идеально. Здесь основное это бульон, здесь стеклянная лапша, есть чапче, лук-порей, грибы, энноки и все в принципе. Всем приятного аппетита, кто это, как говорится, кто кушает или кто собирается кушать. Устраивайтесь поудобнее. А я вам хотел рассказать историю о том, как я попал вообще в Корею. Значит, я жил последние пару лет до Кореи в городе Красноярске. В один прекрасный момент такое бывает, знаете, когда все надоедает. Вот все в жизни надоело. Меня ничего не держало. Я прям вот хотел что-то, какой-то новый вызов. Я искал. Шарюсь в интернете. Как сейчас помню, на Авито объявление просто. Набираем там что-то работников в Южную Корею. Зарплата, помню, 300 тысяч рублей было написано. Ну, я повелся. Я повелся на эту тему. И нас отдают какому-то этническому этому корейцу с Китая. Короче, китайцу. У него там две трехкомнатные квартиры. И он нас размещает, получается, по 10 человек, короче, в каждой квартире. Ну, вот по трое, по четверо мы там в одной комнате ютимся. Туалет, конечно, один. С утра там очередь. И мы начинаем, как говорится, потихоньку осознавать вообще, что такое Корея, как бы, и как тут все происходит. Он нас возит каждое утро на арбайты. Мы знакомимся, что такое арбайты. Арбайты, чтобы вы понимали, это вот, знаете, как у нас пятаки есть, типа, с рабочими. То есть вам, допустим, надо, там, не знаю, огород перекопать, ну, к примеру. Вы едете вот на такие пятаки и нанимаете себе там, ну, мужиков, да, чтобы перекопали вам огород. И на месте уже договариваетесь с ними, ну, сколько там часов они будут работать, какой объем работы, сколько денег, да? И вот в Корее вот такая тема очень развита, прям нереально развита. В каждом городе таких пятаков великое множество. Ну, то есть, если у тебя есть просто руки и ноги, то ты имеешь возможность, как бы, без образования, без всего, просто поехать и работать. Вот. И минималка, на тот момент была, наверное, минималка еще, наверное, $80, наверное, за день. Где-то вот так. Сейчас подросло, сейчас где-то $100 где-то. Минимальная зарплата. И то есть это были в основном стройки.
Купили нам эти защитные ботинки с этими, ну, с пластинами металлическими, чтобы на гвозди можно было наступать там и так далее. И вот мы, короче, начали познавать. А кто-то, были работы и другие. Кто-то попадал там на поля, потому что еще сентябрь месяц, еще сбор урожая. Кто-то попадал на поля и сразу понимал о том, что на поля лучше не попадать. Потому что поля — это жопа конкретная. Спину гнуть весь день, что-то там собирать на жаре. Ничего хорошего нету. Вот. Ну, и мы как бы потихоньку, помаленьку начали где-то там встречаться тоже с русскоязычными, начали узнавать, сколько вообще стоит как бы наш труд, так скажем. Ну, всегда же интересно. Конечно, нам платили меньше. И мы это поняли через неделю, через полторы. И, конечно, у нас отбило желание работать на этого китайца. А раньше не было, вот еще телеграмма не было. Не было так распространено. Вообще, вот, как говорится, знаний о работе в Корее. Мы ничего не знали. На Фейсбуке были какие-то, вот с Фейсбуком только познакомились. Там были объявления на Фейсбуке. Ну, конечно, в объявлении вы сами знаете, что может быть в объявлении, да? Только то, что никому не нужно. Только то, что никто не знает. И мы позарились на объявление почта типа. Почта в Корее, кто знает, тот знает. Мы такие думаем, о, нифига, почта. Ну, типа явно ничего тяжелого. Будем письма разносить. Вот так мы думали. И мы поехали в город Тэджон. А перед этим, кстати, еще не всем удалось забрать деньги за вот эти 1,5 недели, отработанные у этого китайца. Кто-то, по-моему, так и не забрал даже. Кто-то потом маленько догнал. И мы приехали в город Тэджон. И тоже, по сути, тоже попали в очередное рабство. Только уже к русскоязычным, которые тоже эксплуатировали русскоязычных пацанов, которые как бы не в теме, которые не знают, сколько зарплаты, там, короче, ничего не знают. Вот так вот первый год, так, конечно, я лично набивал себе, как говорится, шишки. Потом мне надоела почта. А почта это... почта, что такое почта? Почта — это ты грузчик. То есть ты либо разгружаешь контейнеры всю ночь, либо загружаешь их. И не то, что там, знаете, посылочки, там, коробочки там, по 500 грамм. Там всякие раз, там мешки есть. 20-килограммовые мешки с рисом и со всякой херобойрой. Короче, почта — это жопа конкретная. Это тоже из разряда самых таких, тяжелых работ, на которые в основном работают только иностранцы. Корейцев там очень мало, они в основном на руководящих, так скажем, должностях. Мне надоело эта почта. Я решил попробовать себя, помню, на море. Я поехал на море, на морскую капусту Ким. А это была уже почти зима. Ноябрь, декабрь. Тоже там буквально на месяца 1,5-2 меня хватило. Там начальник еще попался, там такая шкура. Мама не горюй. Я помню, весь в этой резине, там, в резиновых костюмах, там, в сапогах, на улице уже снег лежит.
А ты в море с 5 утра. Весь там заебунел. О, жопа была вообще конкретная, конечно. В общем, познавали. Первый год было познание. Куда вообще, куда можно нос сувать в Корее, куда нельзя. И, конечно, на своем опыте, на своем здоровье все это проходило. Не было у нас учителей, не было у нас тех, кто бы нам сел вот так, как говорится, как я с вами, допустим, и рассказал бы, куда можно лезть, куда не нужно лезть. Меня спрашивают, меня много людей, кстати, пишут о том, что типа, брат, привет, там, подскажи, там, как попасть в Корею, как там работать. Это не ко мне, ребята, потому что я сейчас не знаю ничего. Я залетал сюда давным-давно. Как там сейчас все обстоит, вообще не знаю. Но скажу вам самую главную вещь. Чтобы вы не связывались со всякими левыми конторами. Чтобы вы максимально узнавали информацию. Если вы хотите, допустим, в Корею, вы максимально, опять же, на том же Фейсбуке. Сейчас очень много. Сейчас в Телеграме, сейчас очень много информации. Раньше ее столько не было. Уже, и если, допустим, как говорится, не хотите самому заниматься, да, этим всем делом, то, конечно, связывались только с проверенными людьми. И то даже кто проверенный, я вам не подскажу. Потому что, говорю, я уже давно не в теме. Вообще не знаю, с кем можно иметь дела, с кем не можно. Даже не подскажу. Смотрите, не знаю, ориентируйтесь по отзывам, там, по рейтингам. Можно сориентироваться. Это же все можно. Раньше было нереально тяжело. Не было столько доступной информации в интернете. Просто не было. Нам приходилось все на своем горбу все познавать. О, шикарно. Атмосфера такая приятная, музычка так, легкий такой лаунж играет. Шикарно, нет никого в ресторане. Я один. Ну и потом, в общем, спустя где-то год, у меня все-таки уже, с пацанами, с которыми я здесь познакомился изначально, они меня подтянули, как говорится, к себе уже. И просто ткнули меня носом. Вот сюда будешь ходить, вот сюда будешь ходить на арбайты, здесь будешь работать. Вот здесь снимешь себе жилье, кашевон, общагу, будешь вот здесь жить.
Все. Я уже вот тогда начал уже что-то зарабатывать начал. Но изначально, конечно, тяжело. Особенно ни языка не знаешь, ни хера не знаешь, людей не знаешь. Самое главное люди, связи и веревки вот эти. А их нету. А где их взять? Ну, когда поработал, там поработал, познакомился уже, да, с пацанами, контактами обменялся. Уже, как говорится, уже потом пацанов много, хороших на пути встречалось, достойных. Конечно, у него есть, допустим, возможность там, тебя, допустим, подтянуть. Раз он тебе позвонил, говорит, что ты приезжай, вот есть работа. Все, окей. Ну, это уже хорошо. Это уже, как говорится, движуха пошла. Вот так, как слепой кутенок. Туда ткнулся. Кидают тоже много. Ну, у меня только один случай был, когда мне не то, что кинули, мне не доплатили. Вот именно на море, когда я работал. Никто не застрахован. Всякое бывает. Но опять же, что я вам скажу, если, допустим, вы так связываетесь с кем-то по работе, именно с русскоязычными, я бы не связывался. Это лично мой опыт. С русскоязычными я бы не связывался и не работал на русскоязычных. Будь то работодатель или посредник, здесь в Корее, лучше работать с корейцами. Поэтому что я могу сказать, ребята? У нас, как говорится, у нас у всех одинаковые возможности. Я всегда об этом говорю. Мы сами выбираем, где нам жить, да? Где нам комфортнее. Поэтому пробуйте, обязательно пробуйте. Не сидите на попе, двигайтесь, делайте, пробуйте, старайтесь. С вами был Логик Гео. Всех обнимаю. Пока-пока.